мужем мы прожили вместе немало лет. Всякое было, и хорошее, и плохое. Особенно никогда не шиковали, но и не бедствовали. Правда, супругу моему вечно с работой не везло. Только пристроится к делу, найдет, так сказать, хлебное место, обязательно что-нибудь случится. Всегда так было. Один раз Вася мой устроился на стройку. Деньги хорошие получал, и тут, на тебе, ломает ногу. Не на работе, а дома, в выходной со стремянки упал. Времена тогда были суровые, трудовой кодекс не в почете. Потому хозяин строительной фирмы вышвырнул мужа на улицу, даже без выходного пособия. Мол, у нас бизнес, а не богадельня. Еще был эпизод. Служил муж буфетчиком на круизном речном судне. Тоже заработок неплохой, плюс еще чаевые от туристов. Но в скорости стали вдруг продукты и напитки из буфета пропадать. Понятное дело, скандал. Старпом на мужа наехал, мол, куда добро сбагриваешь? Василий расстроился, не вынес оскорблений, в драку полез. Чуть его тогда не посадили. Однако прошла гроза мимо. Но уволиться Васе все равно пришлось. А через пару лет узнали из газет о разоблачении целой шайки расхитителей, которая в том пароходстве орудовала. Между прочим, старпом тот в заметке тоже фигурировал. В очередной раз пострадал Вася не по своей вине. Впрочем, случай, о котором я вам хочу рассказать, иного рода. Тут муж целиком и полностью виноват. Врать не буду и супруга обелять тоже. Василию уже к 50 было, когда приняли его на неплохую работу кассиром-распорядителем в торговую организацию. Выездная торговля, целая сеть. Знаете так называемые ярмарки выходного дня? Наверное, посещали. Якобы там фермеры свои продукты продают. Так вот, никакие это не фермеры. Это продавцы от разных крупных торговых фирм, которые в магазины товары поставляют и вот на таких рынках реализацией занимаются. Василий отвечал как раз за рыночную торговлю. Утром на складе выдавал продавцам товар, а вечером принимал остатки и выручку. Дело ответственное, но не слишком хлопотное. Супруг мой вполне справлялся и всегда при деньгах был. Еще и продукты по закупочной цене брал, домой приносил. Однажды вечером супруг позвонил домой и сказал, что задержится на работе. Такое случалось и прежде, поэтому я, сильно устав за день, спокойно отправилась спать. Той ночью мне приснился страшный сон. Мой муж, сидя за широким столом, покрытым зеленым сукном, играет в карты с несколькими незнакомцами. Он сильно злится, переживает, пот ручьями течет по его лицу. Видно, что проигрывает. Один незнакомец хладнокровно повышает ставку, двое других пасуют. Мой муж раскрывает карты, и в следующий момент его оппонент со спокойной улыбкой сгребает все деньги со стола. Оказывается, у мужа вместо туза на руках была пиковая дама. Все как у Пушкина в известной повести. Это было действительно так. Выложенные Василием карты я прекрасно рассмотрела. И тут же ужаснулась. Гляжу я на своего любимого и не могу узнать. Бешеный, ничего не понимающий взгляд устремляется в мою сторону. Трясущимся пальцем он указывает на меня и кричит: «Ставлю ее на кон!» В этот момент я проснулась. Слезы текли по щекам, а нехорошее предчувствие терзало душу. Утром вернулся супруг. Его было не узнать. Сначала решила, что он пьян. Настолько неадекватно он себя вел. Однако алкоголем от него не пахло. Да, он, повторю, вообще никогда не пил. Мне рассказывал, что однажды в юности поддал с товарищами и настолько сильно отравился, что с тех пор об алкоголе даже думать не мог. В общем, я не понимала, что происходит с Василием, а он наотрез отказывался идти на разговор. Заперся в ванной, воду включил. Что хочешь, то и думай. Я все кулаки сбила, пока стучала, требуя выйти.
Через несколько часов Василий показался таки из ванной комнаты, сел на кухне под окном, вздохнул и признался мне, что проиграл в карты огромную сумму казенных денег. Никакой дамы пик вместо туза там, конечно, не было. Думаю, муж просто нарвался на профессиональных картежников, а то и вовсе шулеров. Но факт оставался фактом. Колоссальную сумму, собранную тем вечером с продавцов, мужу пришлось отдать совершенно незнакомым людям. Василий плакал, говорил, что был как под гипнозом, а я сидела молча, оцепенев от ужаса. Вечером приехали какие-то страшные мужики, как я поняла, из фирмы, где супруг мой работал. Между ними и мужем состоялся разговор на повышенных тонах. Я его полностью не слышала, но запомнила фразу, произнесенную одним из визитеров. «Делай, что хочешь, но чтобы через неделю все деньги до копейки вернул». Мы продали квартиру, но вырученного все равно не хватило, чтобы погасить долг. Тогда хозяин компании подключил к делу милицию. Василия арестовали, а через несколько месяцев осудили и отправили за решетку. Теперь я думаю, что это было к лучшему, ведь могли и убить. Сами знаете, какие были нравы в конце 90-х. Недаром их называют лихими. Вот так мой жуткий сон полностью сбылся. Муж предал меня, поставив на кон семейное благополучие.